Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И сегодня я рада видеть вас в нашем разговорном видео, где мы просто общаемся, где мы просто болтаем. Я рассказываю, как у меня дела, вы рассказываете, что было нового у вас, и мы просто разговариваем. Эти видео всегда спонтанные, я в них много импровизирую, но для вас это прекрасный шанс попрактиковать русский язык в естественной среде обитания, как говорят носители, как говорят обычные люди. Для вас есть субтитры, как обычно здесь, и еще есть субтитры, кажется, здесь или здесь. Я все время забываю, где кнопка на "Ютубе", где можно включить субтитры. Ну ладно, как обычно, я пью чай, у меня новая кружка, и вы видите, что у нас обеденный стол стеклянный. Я не могу понять логику стеклянного обеденного стола, потому что я всегда боюсь, что это стекло сломается, что это стекло разобьется. И мне нравится вот эта кружка, потому что мягкая основа, и можно спокойно ставить кружку на стол. Моя душа, моя душа спокойна. Я сегодня пью зеленый чай. Это китайский зеленый чай с жасмином, календулой и розой. Поэтому, если вы сейчас пьете чай или пьете кофе, то, пожалуйста, напишите, что вы пьете. Может быть, у вас есть рекомендации чаев. Сейчас июль. Прошло уже 6 месяцев, да? Правильно говорю? Так, весь январь, февраль, март, апрель, май и июнь. Да, я сейчас немного рефлексирую и думаю, что, может быть, для меня лично время могло бы быть еще быстрее. Сейчас расскажу. Сейчас буду немного жаловаться. Только немного, хорошо? Позитивное тоже будет. Сейчас будет немного, немного жалоб. Итак, если вы не знаете, я сейчас живу в Аргентине. В Аргентине. Если вы не знаете, я сейчас живу в Аргентине. И я сейчас в процессе получения гражданства Аргентины. Я хочу получить здесь паспорт. И последние полгода я живу в каком-то лимбе. Я живу в таком состоянии, что ничего не понятно. Понятно, что ничего не понятно. Если вы не знаете, как работает этот процесс, сейчас я немного расскажу. Без деталей. Но здесь, в Аргентине, ты идешь в суд, и ты говоришь в суде: «Здравствуйте, я хочу получить гражданство». И в суде, кто прокурор или секретарь, неважно, в суде они отправляют разные запросы. Запросы в местный ФБР, в полицию, запрос в какой-нибудь шпионские дела. В общем, они проверяют, ты делал какие-то преступления, у тебя есть криминальное прошлое или нет. И эти все документы, эти все ответы из разных инстанций я получила еще в прошлом году. Я получила еще, уже давно. И у меня остался один неприятный, очень неприятный запрос. И эту бумагу, вот этот ответ я жду просто очень долго. Мне кажется, каждый шаг я жду целую вечность. Мне кажется, что я уже как, знаете, я уже как лудоман, у которого есть зависимость. И я каждый день захожу в свое дело и каждый день проверяю, что-то у меня изменилось в деле или нет, что-то поменялось или нет. Я уже жду, я в этом состоянии
что я не понимаю, давайте уже быстрее, давайте быстрее, давайте быстрее. Но нет. И мне кажется, что из-за этого долгого ожидания, что я не знаю, что происходит, я не знаю, что будет, я не знаю, когда будет, я не знаю, какой будет ответ. Кто знает, может быть, мне откажут. И в какой-то момент, как обычно, у меня начался экзистенциальный кризис. Мне казалось, что я какая-то очень несчастная, что все как-то не очень хорошо в моей жизни. Но, как сказать, у меня не было чувства зеленого света. У меня не было ощущения, что все получается. Мне казалось, что у меня ничего не получается. Мне казалось, что я вообще ничего не могу делать, что у меня, не знаю, что все плохо, что все, что я делаю, это плохо. И хорошо, что это состояние длилось недолго, и хорошо, что я просто, не знаю, может быть, похандрила несколько дней. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. И одна из причин, почему мне стало лучше. Ну, во-первых, я поняла, что да, проблема во мне. Если мне не нравится, что у меня ничего не получается, это значит, что мне нужно что-то делать, что мне нужно делать то, что у меня получается. И поэтому я начала готовить торты. Просто каждую неделю я начала готовить торты, хотя раньше я никогда не готовила торты. Ну, может быть, когда-то давно. И нет, вспомнила. Год назад я пыталась делать торты, но у меня была большая проблема. Я пыталась сделать максимально, как сказать, максимально белковые торты, максимально протеиненные, где много-много протеина. И они были абсолютно несъедобные. Они были просто ужасные. И их никто не ел. И да, в общем, это была темная страница моей истории. В этот раз я подумала, ладно, не буду пытаться делать максимально протеиновый торт. И я начала делать. Так, что я сделала? Я делала торт из тыквы. Я научилась делать морковный торт. Я раньше никогда в жизни не пробовала такие торты. И здесь, в Аргентине, я в первый раз попробовала морковный торт. Я знаю, что это популярный рецепт, но я никогда не пробовала. Морковный торт, и я просто влюбилась. Это было настолько вкусно, но я никогда не думала, что я могу это сделать сама. Вот, я научилась. И еще торт из тыквы. Логика похожая, принцип похожий, но там тыква. Я не думала, что это может быть так вкусно. Я не шучу. Если бы мне кто-то сказал, что мне будет нравиться торт из морковки или из тыквы, я бы не поверила. Я бы подумала, что нет, наверное, не могу представить, что это было бы вкусно. Но это очень вкусно. Вот, я начала печь торты. Потом, давно-давно я смотрела сериал «Секс в большом городе». Наверное, вы... Ну, конечно, кто не знает этот сериал? Все знают этот сериал. И в последнем сезоне играл Михаил Барышников. Там был персонаж, один из новых возлюбленных главной героини Кэрри Брэдшоу. В общем, его играл Михаил Барышников. Если вы не знаете, кто такой Михаил Барышников, то просто найдите на Ютубе Михаил Барышников. Это танцор балета. Он танцует балет, и, конечно, это маэстро, это гений. И в один день
одним вечером я вспомнила про этот сериал, я вспомнила, что там играл Михаил Барышников, и несколько дней подряд я смотрела все, что я могла найти на "Ютубе", как танцует Михаил Барышников. В общем, несколько дней я смотрела я смотрела это и тоже пыталась танцевать. Скажу сразу, я не такая элегантная, как Михаил Барышников, но давайте честно, это это невозможно. И потом, когда у меня был мой экзистенциальный кризис, я подумала: "А может быть, может быть, мне пойти на танцы?" Я искала, какой жанр, какой стиль мне может понравиться. И Аргентина — это, конечно, танго, но танго мне не нравится. Мне не нравятся парные танцы. Я не хочу танцевать с другими людьми. Потом есть разные, современные танцы, например, хип-хоп или, ну, какие-нибудь такие, знаете, а, тверк, где трясут, 5 точкой. Ну ладно. В общем, это тоже мне не нравилось. Я думала: надо какое-нибудь балетоподобное, что-то похожее на балет. Но я начала искать балетные студии. Я начала искать, где танцевать балет, учиться. Учиться танцевать балет. И это очень сложно танцевать балет, потому что очень много таких правил, как нужно двигаться. Я думаю, нет. И потом я снова искала варианты каких-то студий, школ, и я увидела, что совсем рядом с моим домом есть студия танцев, и там есть направление танцевальное, которое называется lyrical jazz. Ну, в общем, чем-то похоже на такие балетные движения, но более, как сказать, более акробатичные, что ли. Знаете, что-то среднее между балет contemporary и чем-нибудь еще. Не знаю, я не разбираюсь. Последний раз, когда я занималась танцами, это было в 10 классе, когда мне было 15 лет, 15 или 16 лет. И я помню, мы там танцевали вот так. Я ходила на хип-хоп. Вот у нас были танцы. Я помню до сих пор, вот как можно делать волну руками. Это до сих пор мое коронное на всех вечеринках, потому что больше я не умею танцевать. Вот. И это было одно из таких ощущений, что зеленый свет, что наконец-то что-то у меня начало получаться. Слава богу. Ура! Может быть, вы что-то начали делать нового, тоже расскажите в комментариях, потому что долгое время у меня было чувство, я уже сказала, что ничего нового не происходит, что все какое-то рутинное, знаете, что вот, ну, как жизнь меняется. Жизнь меняется. Итак, что еще нового? В апреле я отправила всех своих студентов на свободу, потому что я решила заниматься годом русского языка, который моя годовая программа. Если вы не знаете, то да, у меня есть годовая программа для студентов. И я подумала, так, я хочу сконцентрироваться на этой программе и хочу сконцентрироваться на YouTube-канале. И все. В апреле, кажется, это был апрель, да, в общем, я попрощалась со своими студентами, и все. Просто целый, наверное, месяц я себя не заставляла, но мне было просто физически как-то сложно начать что-то делать. Мне кажется, что мой мозг так перестраивался на новые рельсы. Или это я просто сама себе объясняю. Знаете, у нас есть фраза, сегодня много говорим про танцы. У нас есть фраза
Плохому танцору и ноги мешают. Это мягкий вариант. Есть более жесткий вариант этой фразы. Плохому танцору яйца мешают. Это значит, что некомпетентный человек всегда в своих неудачах обвиняет что-то другое. Не себя, он не берет ответственность за свои неудачи. Вот. Плохому танцору и ноги мешают. Это значит, некомпетентный человек не хочет понять, что проблема в нем. Плохой, некомпетентный специалист думает, что проблема в чем-то другом. Так вот, может быть, это моя проблема. Может быть. Но, знаете, я начинаю адаптироваться к новому режиму. И я начинаю больше делать видео для вас. И поэтому, кстати, если вы не видели, я анонсировала, что Learn Russian with News будет в прямом эфире. Мы будем записывать эти видео каждую неделю в прямом эфире. Я писала в своем телеграм-канале и на почту. Поэтому, если интересно, информация будет там. В общем, Learn Russian with News будет каждую неделю. Потом я рассказывала про книгу. Я себе дала на эту книгу год. Я хочу ее так доработать. Я раз в месяц сажусь, что-то пишу, и потом забываю, потом снова через месяц у меня появляется вдохновение. Я снова что-то пишу, снова записываю. Поэтому я думаю, что год – это реалистичная оценка для такого темпа. Да, но эта книга без спойлеров. Не буду говорить спойлеры, без спойлеров. Логично про человека, который открывает глаза, он в России, но он ничего не помнит. И логика, какая идея, что он начинает вспоминать русский язык в том же процессе, как нужно учить русский язык. Вы понимаете логику? Поэтому язык в этой книге с каждой главой будет становиться немного сложнее. Будут сначала первая глава самые базовые конструкции, потом будет больше разных конструкций. Что еще я в эту книгу добавила? Разные тематические блоки. Например, когда мы учим иностранный язык, нам нужны специальные фразы, нужно их просто знать, чтобы можно было сконструировать, строить более сложные предложения. Конечно, нам нужно знать фразы, как сказать свое мнение, что согласен, не согласен. Нам нужно знать, как сказать, что-то нравится, что-то не нравится. Нам нужно знать, как структурировать свою монологическую речь. Например, сначала, во-первых, во-вторых, потом, например, так. Как, я уже сказала, как согласиться, как не согласиться. Какие-то коммуникативные темы. В общем, и все эти темы коммуникативные будут в диалогах героев. То есть я планирую сделать прогрессию уровня, каждая глава с новыми конструкциями, с новыми лексическими конструкциями. И потом в этих конструкциях будут разные коммуникативные фразы, которые нужно знать, которые просто нужно знать. В общем, это такая идея. Сейчас я смотрю с методической точки зрения, что куда нужно добавить. Пока так. Вот. А что еще? А на этом, кажется, и все. На этом, кажется, мы закончили сегодняшнее видео. Вот такие у меня апдейты, такие у меня новости. Мы с вами встретимся совсем скоро. Может быть, даже встретимся в прямом эфире. В общем, пожелайте мне удачи. Пишите хорошие комментарии, чтобы мотивировать меня продолжать снимать видео. Честно, мне очень-очень нужна ваша моральная поддержка. И все. Особенно потому, что у нас зима, и часто темно, часто дождь.
Поэтому мне нужна ваша моральная поддержка. Все, на этом пока. Все, чао-чао.